Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Я тут вижу, есть Джакира и есть Импреска. И вот, знаете, меня в комментариях просили сыграть на шаманах, но мне как бы хочется здесь и на драконах сыграть, потому что есть Джакира. Чтобы, знаете, не страдать вот этим вот пактом мертвецов, чтобы искать себе вот это пятого дракона. Может, все-таки реально попробовать на дракончиках сыграть, а? Ладно, давайте так. Я хочу попробовать сначала сыграть на шаманах. Чтобы дойти, от того я буду отталкиваться. Но пока что я буду именно отталкиваться от шамана. Поэтому, ребят, присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и, соответственно, хорошего вам дня. Поэтому, ребят, еще раз напомню, что в этом году мне бы хотелось достичь 3000 подписчиков. И для того, чтобы их достичь, мне нужны ваши лайки и комментарии. Поэтому все, я требую от вас лайки и комментарии. И огромнейшее вам спасибо за поддержку. На самом деле, с вашими лайками и комментариями ролики продвигаются в рекомендации. Ой-ой-ой, как люто. Кстати, там анонсировали патч баланса. Соответственно, будет обзор на патч баланса, все такое. Поэтому на моем канале все ролики будут. Вот. Ну и кто не в курсе, то подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я всю информацию пишу по будущим обновлениям. Просто пишу, когда там стримы. Разберетесь. Самое главное, это то, что там есть чат комьюнити. Все, погнали. Опа, там уже убийцу 2 звезды собрали. Все, понял, вопросов не имею. Чел каким-то образом пропускает 2 раунда уже. То ли у него там что-то забагалось, либо же он вылетел, может быть. Черт его знает. Но если он зайдет и решит продолжать эту игру, то я ему люто сочувствую. Люто сочувствую. Короче, какие предметы мне вообще необходимы? Ну, по-любому мне кольцо на блинк понадобится, чтобы активировать, соответственно, моих шаманов с максимальным перевоплощением. Он, кстати, и ливнул. Ну, что ж. Бывает. Бывает. Еще раз бывает. Скорее всего, в действительности он ливнул. Ой, скорее всего, в действительности его выкинуло. И когда он вернулся в игру, он такой думает: да ну его в баню. Опа, пакт мертвецов. Это, конечно, выглядит соблазнительно, но нет. Но нет, тут есть шаманы. Поэтому на мертвецах здесь играть не получится. Потому что, кто вдруг не знает, то любое перевоплощение скидывает все дебафы от нежити. То есть я имею в виду то, что если вы призовете вы, допустим, тех же самых призывных существ, то есть имеется в виду там инсектоиды, которые будут перевоплощаться, имеется в виду звери, которые там будут суммониться через друидов, то все вот эти вот призывные существа, они не будут иметь дебафа нежити. И так же самое касается шаманов, которые перевоплотятся, они скинут с себя дебаф нежити. Это, грубо говоря, такой лютый контрпик нежити. Ну плюс нежить очень же легко собрать. Я надеюсь, что этот пакт мертвецов хотя бы в первый тир перекинуть. Но, знаете, я бы на самом деле такой, чтобы они вернули старую нежить. Вот они бафнули нежить. Вот лучше такую бафнутую нежить и оставить. Переделать еще некоторые там синергии и все такое. Героев поперепиливать. Ну прям, скажем так, освежить по полной программе. Если что, клевера я, кстати, не хочу скипать. Я его оставляю. Я хочу найти панду. Потому что мне понадобится нефритовый генерал здесь по-любому. И вот. Я бы такой, чтобы они каждые 2 месяца перепиливали большинство героев. Потом там раз в пару дней посмотрели, как вообще комьюнити отреагирует на этот патч. Все такое. Через некоторое время сделать, скажем так, патч баланса, который допилит всех этих переделанных героев. И в целом, кого надо допилить, бафнуть, тут тоже так делали. Ну, просто игра тогда была намного оживленнее, намного свежее. А так, к сожалению, когда разработчики выпускают глобальное обновление раз в полгода, это, извините меня, кринж. Раз в полгода, когда обновление выходит, причем оно такое кривое выходит. Кривое, сырое, несбалансированное. Что тупо забей. Тинкера 2 звезды ко мне пришел. Вот это вот мне нравится. Вот это вот вкусняшка. Вот это вот хорошо. Пораньше бы он, конечно, пришел. Цены ему не было вообще. Да, кстати, ребята, если что, я записываю несколько игр заранее, потому что перед выходом патча баланса, все такое, я записываю несколько игр заранее, чтобы просто контент не простаивался на канале. То есть, что я имею в виду? Чтобы просто был для вас качественный контент, хороший и все такое. Чтобы просто не было пустоты. Вот. Думаю, вы меня поймете. Я всегда так делаю, всегда записываю несколько роликов заранее. Ракетки!
Чтобы у меня был просто запас. Запас контента для вас. Вот. Видите, какой я старательный? Видите, какой я ответственный? А? А где мои шаманы? Хочу шаманов. Поставлю пока что немного древних, немного гоблинов. Я уверен, что будет так посерьезнее. Там, конечно, человек на первом месте хороший стол себе имеет. Вопросов нет вообще к нему. 2 человека, кстати, уже вылетело. Сильно. Ну, хочется на шаманах поиграть. Я давно на шаманах не играл. Мне там, кстати, в комментариях предлагали некоторые сборки попробовать реализовать, но некоторые сборки не тупо, ну, нереально, скажем так, реализовать в текущей мете. Либо же это настолько должны быть слабые противники со слабыми сборками, которым будет люто не фартить, а мне будет люто фартить, то тогда эта сборка будет реализуема. Ну а в нынешних реалиях мета творит чудеса. Кстати, ранее панда ко мне пришла наконец-то. Спасибо. И, кстати, возьму, наверное, их двоих. Пригодятся. Пригодятся. Хотя, может, на его баню. Сейчас посмотрим. Если я раунд выиграю, я никого продавать не буду. Если проигрывать буду, то продам. Я думаю, так будет правильно. Хорошая экономика — залог успеха. Правильно? Правильно. Так, что я вот хочу сказать по шаманам. Там же шаманов переделывали. Во-первых, их нерфанули и апнули одновременно. Но сделали шаманам вот это вот 2-секундное перевоплощение ради того, чтобы предметы не дублировались. Но по факту предметы до сих пор дублируются. И это кринж. То есть, по сути, это просто нерв шаманов пошел. То есть, ну, зачем разработчики так сделали, непонятно. Может, конечно, это пофиксишь через 1000 лет, но мне кажется, ничего они не пофиксят. Кстати, вот лично, мне такое нравится. 2 панды пришло, только это не та панда, которая мне нужна. Но, в принципе, и такая панда пойдет. Я надеюсь, что мне все-таки нефритовый генерал придет. Я очень на это надеюсь. Сейчас на 10-м раунде посмотрю, что там упадет из предметов. Надеюсь, будет это клевер. Я закинул в 2 панды клевер. Так вот. То есть, получается, когда они вот там шаманов переделали, это чистый дебаф. Да, предметы меньше дублируются, но они как дублировались по 2-3 предмета, так и остаются дублирование. Вот это, остается вот это вот дублирование. И это бесит, если честно. Если вы уж выпускаете такой нерв шаманов и выпускаете вот то, что предметы не должны дублироваться, то пусть это будет всегда так. Игроки такие думают: боже, сейчас на шаманчиках поиграю, предметы не дублируются, кайф вообще полноценный. Ладно, все. Это крик души, ребят. Это просто крик души, я хочу защитить своих любимых шаманов. Поэтому это просто крик души. Где мои шаманы? Я хочу знать, где мои шаманы. Так хватит, у тебя там и так стол огромный, ты еще и на инсектоидах собираешься играть. О да. Сказать, что это жестко, это все равно, что ничего не сказать. Ну ладно, у него... Не, ну у него винстрик. У него куча денег сейчас будет с винстриком, если он, конечно, и дальше будет побеждать. А я думаю, он дальше будет побеждать. Тут много вылетевших. Плюс есть человек, который играет через лустрик. Опа. Опа. Блин, аптечка священника упала. Это, конечно, классная тема, но, блин. Сложный выбор. Хочется взять, конечно, аптечку. Я не хочу сейчас особо спешить, но я, наверное, все-таки возьму аптечку и буду проигрывать раунды. Колечко упало. Переделывать я его пока что не буду. Да и в целом не хочу его переделывать. Пока ничего не закидывает в Мамору. Окей. Так. Колечко это мне пригодится. Как я уже сказал, это для того, чтобы у меня шаманы перевоплощались. Я вообще надеюсь, что у меня ранее шаманы упадут. Это будет вообще шикарно. Вот по этой причине я и особо не хочу аптечку священника юзать. Кстати, у меня сейчас будет винстрик.
И вроде бы это как бы хорошо для меня, и одновременно плохо, потому что чел на первом месте может прийти со своим огромным столом, и он может меня вынести и забрать винстрик, и быть еще больше из-за этого. Бабка пришла. Ничего себе, вот это пангон. Ха-ха. Хорош. Я, кстати, там на канале бабку реализовал. Меня там просили, и я ее все-таки с горем пополам дореализовал, потому что она шла. Поэтому, кто не видел реализацию бабки, посмотрите обязательно. А блин, куда ты такой огромный растешь? У тебя уже 40 монет, хватит расти. Растишки перехавал или что? Че такой огромный? Сейчас проверяйте, ко мне приходит, смотрите. Щелчок Таноса. Давай. Кто-то сомневался? Я ни грамма не сомневался, что именно он сейчас ко мне придет. Знаете, это такой закон подлости. Когда я иду хорошо, с хорошим столом, со всем таким. Я не хочу просто еще аптечку эту брать, понимаете? Ох, хитрец, хорошо, это мне нравится. Это мне нравится. Резачок еще пришел, кстати, можно халявные роллы будет поставить. Не хочу юзать аптечку, потому что много здесь вылетевших игроков есть. И есть чувак, который на лустрике. То есть я просто эту могу аптечку спустить в молоко. Я думаю, все-таки взять мастерскую бума. А там, если аптечка мне упадет в дальнейшем, то хорошо. Может, вообще шлемореса взять. Короче. Пока не определился. Не могу определиться. Вот и все. Хоть ты тресни. Так вот. Закон подлости в собственном соку. Я уверен, что многие с таким сталкивались. Так, отпусти моего ты Тинкера, ёб твою медь. Чел просто только что своим убийцем Горном законтрил моего Тинкера. Двухзвездочного. Неблагодарный. Как я тут выиграл вообще без понятия. Так вот. Ладно. Закон подлости. Вот будет у него сейчас огромный винстрик. И запомните мои слова. У меня будет огромный стол. Все такое. Кстати, инсеков заблокировал. Ладно. Значит, он на инсеках не будет играть. Хотя у него две змейки. Короче, возьму мастерскую бума. Под шаманов самое то. Потому что мне с мастерской бумы понадобится найти 2 шапки. И мне нужна хотя бы 1 пара раконцов. 1 пара раконцов под импреску. Так вот, вернусь к истории. А то я что-то, блин... Знаете, 3000 мыслей в голову приходит. Хочется рассказать вам эту историю. Эх. Короче. Сейчас, секунду. Секундочку. 2 шамана у меня есть, хорошо. ШД пока что убирать не хочу. Хороший перс. Сейчас главное расстановку нормальную сделать, чтобы от мобов не сдохнуть. А то у меня, знаете, какая-то плохая привычка появилась от мобов часто умирать. Так вот, закон подлости. Будет у меня сильный стол. Буду я винстрик там набирать. Все такое. У этого чела будет огромнейший винстрик. И вот, чтобы вы понимали, я раундов 10 придет, и он ко мне не придет. Он ко мне не придет. Неизвестно каким чудом, но он ко мне не придет. И я, соответственно, не смогу забрать у него винстрик. И этот винстрик заберет кто-то другой, а не я. То есть я ему отомстить не смогу. Он, кстати, чел энигму вообще закинул. Интересно. Тут Сларк. Какие-то сегодня у нас уникальные сборки будут в игре. Интересно. Ну что ж, посмотрим. Я надеюсь, это противостояние не будет быстрое. Хочется потную каточку. Хотя, знаете, если на шаманах идет... Ух ты, ух ты. И баф людей. Да... Возьму ману плюс 50. Мало ли здесь будет дизраптор. Вот мало ли. Все это хрень, скипаем. Спасибо за щит Капитана Америки. Я надеюсь, что упадет, конечно, шапка, но шапка не упала. Ладно. Что ж.
Бывает. Баф людей, короче, продам полностью. Тут баф людей мне не нужен. Ну реально он уже не нужен. У меня хп много. И в целом все хорошо. Да. Пока что халявные роллы буду копить потихоньку. Так, ШД ставим. Ни разу ни слова на ШД. Ну, кстати, сейчас на 20-м раунде упадет шлем РСа, там у меня уже будет 9. Ну ну как это назвать? Как это назвать, кроме как законом подлости? Я хотел забрать теневой винстрик. О, кстати, рыжий лис. О, он на убийцах будет играть. Интересно. Вот это интересно. Он будет через рыжего лиса пытаться играть. Хм. Ох, какие у меня хорошие воспоминания с этим рыжим лисом. Как он у меня любил курдиться туда, куда не надо. Тут, кстати, 6 богов у чувачка, да? Да, прикиньте, у него 6 богов тут. 6 богов и Тингер. Текс. Ну, можно было бы, конечно, и баф гоблинов попробовать поставить, но такое. Ящик азарта. Ну, фиолки, конечно, хорошо собирать для ящика азарта. Но на самом деле, не факт, что с помощью этого ящика азарта я найду себе солнечного шамана довольно-таки быстро, хотя бы в 2 звезды. Но если честно, я бы, наверное, вот этот ящик азарта использовал в 90% случаев чисто на легендарная фигура. Потому что у тебя легендарка упала, эта легендарка у тебя бесполезная. И ты такой, блин, она мне не нужна. И ты с помощью этого ящика азарта можешь спокойно переролить эту легендарную фигуру в другую легендарную фигуру. Вообще, на самом деле, разрабы хорошо продумали вот этот ящик азарта. Легендарные фигуры ты оттуда вытащить не можешь никаким другим способом, кроме как легендарной фигурой аналогичной. Не, может, я, конечно, везунчики у меня ни разу не получилось вытащить там с каким-то угодно другим способом легендарную фигуру с помощью ящика азарта. Но, по-моему, там только она относится к одному тиру и к той же стоимости. То есть никак ты не можешь легендарку достать. Но если кто вдруг доставал, то напишите в комменты. Мне интересно будет. Поставлю сейчас побольше панд. Надеюсь, что, конечно, мне выпадет сейчас нефритовый генерал, чтобы мне попроще было шаманов собирать. Потому что если в игре не будет дизраптора, то мне будут пасочки. Мне будут такие пасочки, что ну его в баню. 6 богов. А, он будет играть на 6 богах через Энигму. Кстати, я тоже как-то пробовал через Энигму играть, но там настолько против меня были скилловики, что у меня тупо не получилось эту Энигму никак реализовать. Меня так наказали там. Что культурное не скажешь. Так, все. 2 вылетевших игрока вылетели полностью из игры. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это я понимаю царский подгон. Вот это я понимаю царский подгон. Вот это красота. Вот это вот то, что доктор прописал. Вот это именно оно. Беру шапку. Арканзе это, конечно, имбовая тема была бы. Но я возьму сейчас шапку, чтобы у меня шаманы намного дороже перевоплощались. То есть она дает плюс 1 монетку к цене продажи. И, соответственно, шаманы намного дороже появляются. Не умрите. Жить, жить. Это было на тоненького, если честно. Боже, и Джаки. И нефритового генерала еще одного достал, прикиньте. И шлема Реса сюда. Все. Вот теперь сейчас игра начнется. Все. Так, шаманов поставим.
Это убираем, это перекидываем. Это сюда пока что. Ладно, пока так, а это так. Погнали ролиться. Будем пытаться сейчас найти шаманов. Так, легендарки пока открываю. Поставлю пока антимага вместо... Хотя, может, вместо антимага. Пусть тролль будет. В тролля я как-то побольше сейчас верю. А тебе ману. Запутался. Запутался. Слишком много действий мне надо было совершить. Слишком много. Мой маленький мозг не успел. Ладно, без тролля поиграем, короче. Опа, опа, сюда. Это нам надо. Инвокер. Еще и... Боже, как мне панды начали сыпаться, обалдеть. Не, ну инвокера мы будем собирать. Инвокер полезный перс. Еще один инвокер. Еще... А можно мне так придет импреска, пожалуйста? Пожалуйста. Хорошо. А импреску можно? Да хватит мне своего Джакира пихать. Дай мне импреску, пожалуйста. Так, вот так, вот так. Это так, это так. Ну, кстати, еще одно колечко будет рольнуть первого тира, чтобы у меня шаманы сразу прыгали и перевоплощались. Я, кстати, вот так сделаю пока что. О, да! Боже, ребят, что-то по ноге, по-моему, потекло. Обалдеть. В этой игре я дизраптора достал. Кайф. Спасибо. Полезный вещь, доктор. Сразу видно. Яйцо. Блин, ну яйцо хочется потратить на самом деле на легендарную фигуру, а не на обычную. Надо, кстати, панд уже распродавать, и мне надо найти волшебников. Потому что без волшебников у меня не будет фулл шаманов. Хорош. Еще и варлока открыл, прикиньте. Успел. Успел. Так, мне бы дизрапторов 2 звезды. Было бы вообще прекрасно. Надо, кстати, будет найти рок войны, чтобы закинуть в инвокера рок войны. Потому что инвокер, он же присумонивает своих, каких там, забыл, големчиков вот этих маленьких. Которые на самом деле живучие, много урона наносят, так они еще и минус броню накидывают сверху. Есть Зевс, да? Я думаю, смысла от богов не будет, но пусть будет пока Рубик. Лишним он точно не будет. Правильно я говорю? Думаю, правильно. Так, мне бы теперь импреску. Тут, кстати, можно будет обойтись без волшебников. Когда я найду импреску. У меня будет 6 шаманов. Да, что мы еще можем? Мы можем горн поставить. Ну, короче, там будем отталкиваться по ситуации, что доставить. Но хотелось бы найти импреску сверху. А вот, кстати, инсек. Инсек с 2 цветами, которые будут прыгать сейчас на лицо. Это неприятно. Бесполезный Рубик. Прикиньте. Дизель заряжены. Мне показалось, что я сейчас проиграю раунд. Как же люто панды сыпятся. Тайт. О, кстати, тайдуху можно оставить. Хороший герой тогда будет. Контроль никогда еще лишним не был. Так, ладно, чё? Ну, надо вот этот вот предмет скипать и находить рок войны. Будет классно сейчас, если с этих мобов упадет шапка еще одна. Колечко надо брать. Да, надо брать колечко. Типа, с рандома не упал рок войны. Ну, потом, значит, упадет когда-то. Когда-то потом упадет. 100%.
Может убрать Рубика, может все-таки Грима поставить. Спектра обалденнейшая. В этом патче спектра вообще имба полная. Боже, как мне панды сыпятся, заметьте. Панды люто сыпятся. Кстати, легендарные фигуры нежити находятся вне зависимости от ограниченного пула легендарок. Это вообще по кайфу на самом деле. Когда ты играешь на шаманах, у тебя есть вероятность 100% достать и некра, и спектру. Это прям, ну, это прям радует. Что разрабы так сделали, а не как-то иначе. Так, вот колечко вам дадим. На самом деле, где мои легендарные фигуры? Почему мне солнечный шаман идет так люто? Я, кстати, возьму наследие духа огня чисто потому, что у меня будет импреска. А импреску мы можем сделать керри. Импреску мы сделаем керри, которая будет наваливать с руки. Вот, знаете, что мне нравится вот в шаманах, когда есть импреска? Это то, что у тебя есть просто полноценный керри, который вне зависимости от перевоплощения будет. То есть это вот импреска. Как же она будет наваливать? Дай боже. Вот этим она мне реально и нравится. Импреска. На самом деле импреска очень сильный герой. Можно сказать, что это один из моих любимых героев. А если еще и предметы сыпятся, то забей. Надо будет рок войны найти по-любому. Без него будет туго. Ой, как больно сейчас ему будет. Ой-ой-ой. Минус 22. Сюда, мой сладкий. Еще такие предметы упали вкусные. Опа. Красота. Чисто 2 рога войны под заказ упало. Ну, прикольнитесь, да? 2 рога войны. Вот так поступим. Я в инвокера закину 1 рог войны, он пригодится. Все-таки как-никак он своих форжи вспомнил. Интуитивно вспомнил, прикиньте. Его сумоны называются из дота, это форжи. Еще 1 рог войны, ты что, прикалываешься? Всегда бы так. Да что ж такое, мне в глаз что-то попало. Жизнь. Или болт на 28. Кстати, драконами играет чел. Не всеми, ну, короче, не все драконы у него, но он хочет на драконах сыграть. Удачи. Удачи. Сейчас у меня парочка шаманов на апгрейд придет и забей. Да шум. О, наконец. Наконец-то, наконец-то. Все, гуляй. Вот так вот еще сделаю. Чисто по кайфу. Надо сейчас... так, колечко сюда. Предметы пока керри я на самом деле не хочу особо закидывать в импреску. Просто закину пока 2 таких предмета. Но как только соберу ее в 2 звезды, я в нее перекину, соответственно, керри предметы. Там молнии и все такое. Потому что сейчас она в 1 звезду не будет настолько полезной, как вот хотелось бы. Еще и наследие духа огня в нее закину, потому что у нее иллюзии работают под наследием духа огня. То есть, если эту иллюзию убивают, ну, ее призывное существо или просто ее дубликат, то, соответственно, она начинает перерождаться. Короче, прикольная тема. Увидите. Все увидите. Надеюсь, она мне придет в 2 звезды. Боже, какой инвокер на самом деле обалденный герой. Я не могу не насладиться этим героем. Это один из лучших героев на самом деле. Вот теперь, ну вот, я что раньше говорил, как только его переделали, что сейчас говорю. Этот герой просто лучший. Раньше этот герой такой был бесполезный, что ты тупо даже не хотел его брать. Сейчас этот герой вообще по кайфу. Я, кстати, сейчас возьму 10-й. Пока есть возможность апаться, буду апаться. Надо брать 10 уровень. Может, там сейчас на 30-м раунде мне упадет сумка Пандамена, что еще будет хорошо. Лучше всего там ящик азарта. С помощью ящика азарта можно будет пособирать все в 3 звезды. В 3 звезды, в 2 звезды легендарки. Хотя, может быть, и в 3 звезды, кто знает. Там человек, кстати, уже рыжего лиса выкатил в 3 звезды. Это немножко опасно. Этот рыжий лис, на самом деле, может мне прям нагадить. Нагадить в мою хорошую игру. Главное его выкинуть.
Как можно быстрее. Остальное уже в этом разберемся. Неприятный маг, конечно. Пол стола моего снес в моменте. Но это ему не помогло, конечно. Минус 30 он все равно получил картинкой. Но, скорее всего, мне понадобится тут морских поставить, если маг, конечно, переживет все. Хоть как-то надо будет защитить своих шаманов от прокаста магом. Но я думаю, маг не доживет. Более чем уверен, что, скорее всего, маг откиснет. Хотя кто знает, может ему сейчас так люто фартанет, он найдет все предметы, он найдет себе в 2 звезды легендарные фигуры, которые ему нужны. Ну, короче, лучше не загадывать. Я уже как-то один раз так загадал и сказал, что, типа, да вот, я сейчас как бы на изи разорву этих магов. У меня шаманы лютые, у меня тут все просто прекрасно. Там чувак выкатил себе Зевса в 2 звезды с аганимом, с посохом 3-го тира, с магической призмой. Еще и сверху 4 бога поставил под 5 драконами. И он мне так рассказал, шо куда, к чему, почем. На шаманчиках. Просто половину моих шаманов с одного прокаста, как щелчок Таноса, такой стер. У меня пока что импресска слабая. Спасибо за бетика. Спасибо. Очень приятно. Так хотелось бетика. Честное слово. Так, вот тебе еще кольцо. Что у нас тут? Мамора, аптечка, мета. Можно Мамору взять на самом деле. Да, я... Ну, кстати, возьмем. Знаете, что мы сделаем? Вот так сделаем. Солнечного шамана мы сейчас соберем в 3 звезды. Давненько, на самом деле, я солнечного шамана не собирал в 3 звезды. Так, нужных героев беру на автопокупку. А то мало ли залагает, либо что-то еще. Потому что я прекрасно знаю эту бету-альфу игру. Или альфа-бету игру. Так лучше звучит. Альфа-бету игру это прекрасно знаю. Может пролагать там в моменте. Пинганет в моменте. И я проролю всех героев, которых мне надо. Поэтому поставлю на автопокупку. Полезная вещь на самом деле. Поэтому тоже используйте ее, когда вам надо. Чтобы вот случайно просто кого-то не проролить, либо что-то еще. Интересно, они до 35-го раунда вообще протянут? Потому что все выглядит так, как будто они ничего не протянут. Там, кстати, рыжий лис. Ой-ой-ой, какой контроль! Минус 43, я ему просто в лобешник прописал. И импресску еще и нашел. Ну, помянем. Помянем. Хочется наследие отдать, а хочется не дать. Ну ладно, отдаю. Все-таки это имба. Имба все-таки. А имбу нужно использовать. Я думаю, можно уже этот клевер скипнуть. Он вообще не нужен мне этот клевер. Так, все легендарки открыты. Можно не покупать легендарки. Ладно. Это у меня Если что, я вот так вот покупаю, продаю. Это у меня привычка, ребят. Это дурацкая привычка, я от нее избавиться пока не могу. Интересно, мне еще один раз нефритовый генерал придет или нет? Ну, по-моему, тут для них конечный уже. Правда, есть вероятность того, что мне шаманы плохие упадут. Хотя у меня есть импресска против такого. Ну, типа, импресска, как керри, она прям вручает. С инвокером. Чисто вдвоем раздают стиля. Так, автопокупку на солнечного шамана уберу, потому что у меня скоро из гнезда Мамора он вылупится в 3 звезды. В 2, точнее. Так, сюда инвестиции в лучшее будущее. Я думаю, может уже сролиться или подождать 35-й раунд. Ну, кстати, инсека мы накажем. Инсек уедет с губозакаточной машиной и пачкой болтов за пазухой. За инсека даже не жалко, если честно. А ну-ка, плюсаните в комментариях, кому жалко инсека. Мне не жалко. Да я думаю, 90% игроков, 90% игрокам не будет жалко инсека.
Ай-яй-яй, боже, там Джакира своим плевком на самом деле так люто только что сбрил моих типочков. Но нормально, нормально. Еще одна импресска. Можно? О, дизраптор сюда. Давай, ты уже из гнезда вылупишься в 2 звезды. Я просто апну себе сейчас вот это. Ты что так приходишь-то, люто, а? Понял. Пу-пу-пу. Хорошо его как-то взорвал быстро. 1 хп чисто у чувака осталось на Энигме. Покайфовал на Энигме. Так, все, только что сделал магическую демонстрацию. Надеюсь, сейчас ко мне придет этот Дизрич. То ни одной импресски, то импрессок просто море. Кстати, гнездома моря все-таки не апается, это падла. Козел. Неблагодарный. Неблагодарный. Это все-таки инсект, прикиньте. Инсект в топ-2 зашел. Ну да. Скилл. На 9 уровне нашел себе импресску в 2 звезды, когда я на 10 уровне ее со слезами на глазах искал. Сильно. Не спорю, сильно. А можно мне вот такую вот против чувачков темпларку, только в 3 звезды заряженную? О-о-о-о-о! Ребята, им торба. Кстати, заметили, как мне солнечный шаман всю игру идет? Невменяемо хорошо он мне идет. О, сюда, сюда. Прикольку. Ай, как вкусно. Короче, у меня сейчас есть 2 имбы. Сейчас, секунду. О, сюда. Все. Сейчас мне упал багровый потрошитель, и я скажу так. Это одна из самых мощных вещей под импресску, потому что у тебя 3 импресски, они будут накидывать свой сайленс. Соответственно, урона там миллиард будет. Ну и, соответственно, сама по себе импресска очень жестко ускоряется. Ускоряется, начинает фармить чувачков просто на изи. Ну давай, конечная. Надо инсека быстрее вынести, чем второго типа. Вынесут. Я просто хочу, чтобы инсек хотя бы в топ-3 отлетел. Я ненавижу инсеков. Фу, 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 фу. Но походу с инсеком мы останемся 1 на 1, да? Да, потому что он ко мне зеркалом пришел. Вот такие вот инсеки. Очень сложно играть на инсеках, ребятки. Жалко. Обидно. Обидно. Досадно, ну ладно. Не, ну немножко обидно на самом деле. Ну, кстати, у меня в солнечном шамане 400 урона. Надо сейчас как-то его отгородить. Вот как-то так сделаю. Сейчас просто цепочка будет лететь моего солнечного шамана. А мне нельзя ману регенить этому думу, потому что дум будет руина для меня. В кого надо, закинет свой сайленс и ГГ. О, это все, забей. Там тепларка у меня в 3 звезды появилась. И спектра еще и появилась с обалденными предметами. Да! Вообще аннигиляция. Минус 39. Вкусно. Красота. Ну, вот такая вот игра на шаманах. Не, на самом деле, типа, шаманы сейчас стали лучше.
Лучше, потому что у тебя постоянно в легендарном пуле есть как минимум две легендарные фигуры. Это Некар и Спектра. Как минимум. То есть, если даже в целом по игре легендарные фигуры не очень, то у тебя всегда в запасе появится еще две фигуры, потому что что Спектра, что Некар, они... Ну, их не надо раскрывать, они всегда есть в пуле. Типа, вот в чем прикол. Ну, игра вообще такая, знаете, прикольная получилась. Инсека наказал. Только жалко, что Инсек в топ-2 отлетел. Ну, короче, как-то вот так вот играется на шаманах. Очень легко, но на самом деле, я скажу так, это лютая рулетка. В одном раунде вы будете божить, во втором раунде вас вынесут с таким скрипом. Ой-ой-ой. Ну и шаманы не любят героев, которые очень хорошо в долгу воюют, которые могут переживать время перевоплощения этих шаманов. Ну, тоже. У шаманов, вот, если герои упадут хорошие, то очень мало кто сможет пережить шаманов. Очень мало. Ну, в принципе, все. Добавить и особо и нечего по поводу игры. В общем, что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк, а кто на меня не подписан, обязательно подписывайтесь. Ну и, соответственно, на мой телеграм-канал тоже подписывайтесь. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр, и всем удачи!